Добрый день! Если смотрите это видео, значит настало время полей и огородов, лето. Все выезжают на дачи и, наверное, задумываются, как отпугивать животных, таких как птицы в основном, которые едят ягоды, которые созреют, малину и прочие такие вещи. Компания Banggood прислала мне устройство, которое я заказал. Достаточно простое, надежное. И будет интересно посмотреть его в действии. Через неделю я как раз хочу съездить на дачу и посмотреть, что из этого получится. А пока я расскажу о том, как это устройство устроено. Коробку мне доставила компания SPSR Express. Курьер бросил мне его под ноги. Я расписался. Все чудесно. Сама коробочка красивая. На ней изображены животные, которых это устройство должно отпугивать. Это птицы, лоси, коты, лисы, еноты, мышки какие-то и ниндзя. Ниндзя мне как раз отпугивать и нужно будет. Ну ладно. А на коробочке сзади изображены основные характеристики этого устройства. Здесь указано, что здесь используется пьезоэлектрический сенсор движения, инфракрасный, я полагаю. Угол, на котором он определяет движущиеся объекты, равен 120 градусам. Расстояние определения от 1 до 9 метров, 0, и это выключено. А сама струя, которую направляет он, водную, может быть как в виде спрея, то есть распыляться по конусу, либо может быть резкими струями, мощными. Заряжается это устройство от солнечной энергии. Заряжает энергия солнечная батарею 800 мАч, никель-металлгидридную, состоящую, как мне помнится, из 4 пальчиковых аккумуляторов. Устройство сделано из АБС пластика крепкого. Шланг используется 3/4. И коннектор в комплекте. Вес 600 грамм, цвет черный. Простейшая инструкция. Здесь написано, что все, что нам понадобится: солнце, шланг и кран. Ну, в принципе, я думаю, это есть у каждого на огороде. Сейчас посмотрим, что есть внутри. Коробка, конечно, не очень крепкая. Она, видно, разбитая немножко. В коробке у нас несколько деталей, инструкция и наклейки были. Наклейки, те, что наклеены сейчас на устройство. Эти наклейки призваны отпугивать птиц. Похоже на какую-то огромную цаплю или животное с клювом. Очень забавно. Это контрольный центр. Здесь подключается головка, здесь регулируется датчик движения. Сам датчик движения. Здесь подключается труба, которая ведет к шлангу, ну и, соответственно, втыкается в землю. Пластик действительно прочный, крепкий. Солнечная батарея. Она заряжает батарею, которая находится вот здесь. Ток всего 8,4 вольта. Это не опасное напряжение, абсолютно ни для кого. Мы сейчас, наверное, чуть попозже подключим эту батарею. Пока я расскажу, значит, по существу, что здесь, собственно говоря, за что отвечает. Вот здесь вот такая крышечка, который защищает от попадания брызг и воды на датчик движения инфракрасный. В принципе, такие стоят в жилых помещениях в охранной сигнализации. Это регулятор поворотный. Он регулирует от 0 до 9 расстояние, на котором должен срабатывать датчик движения при приближающемся объекте. Значит, что у нас тут есть? Так, давайте подключим батарею. Коннектор какой интересный. Ну ладно. Все, воткнули. Засунем ее сейчас туда. Оп. И так, как проверить, что датчик движения работает? Включаем. Щелкнул. Через 10 секунд, если не двигать объект, ну здесь у меня устройство кажется, что стол движется, на самом деле движется сам объект. Счетчик должен отщелкнуть. Вот. Это включается и выключается клапан воды. Вода является основной движущейся силой, вернее сказать, которая в этом устройстве управляет много чем. Значит, по порядку. Солнечная батарея заряжает аккумулятор. Вода. Примерно 2 атмосферы надо использовать. Пластик прочный, но главное ничего не испортить. Я внутри вижу катушка какая-то. Ладно, разберем ее как-нибудь. Пока работает, пускай работает. В местах соединительных резиновые прокладки. Соединение резьбовое. Так,
Вот это у нас с вами головка. Отсюда вперед бьет струя. Как она настраивается? Вот здесь носик можно отогнуть вниз и повернуть вот этот регулятор. Этот регулятор отвечает за дальность, на которую бьет струя. Здесь у нас с вами есть винт. Регулируя этот винт, мы изменяем тип струи. То есть либо веером, либо стрельба жесткими струями. И вот эти конкретно маленькие штучки в резу, они крутятся, имеют небольшой стопор, и они ограничивают движение вот этой вот скобы. Эта скоба отвечает за движение и за угол поворота. То есть здесь вот на данный момент угол большой поворота. Крутится головка за счет действия воды, за счет ее напора. Так, прикручиваем головку. Так, аккуратно прикручиваю. А то еще что-нибудь отломаю. Интересно, какая степень все-таки крепости этой штуки? Моей дури хватит, чтобы ее сломать или нет? Проверим тоже. Попозже. Так. Значит, есть в комплекте труба. И эту трубу прикручиваем вот сюда. Все, прикрутили. Получился у нас такой вот агрегат. Так, теперь берем вот этот вот кол для убийства вампиров и небогоугодных созданий. Прикручиваем адаптер. Адаптер прикручивается на резьбовое соединение. Мы видим, что там есть сеточка. Сеточка — это предфильтр воды. То есть этот предфильтр убирает крупные частицы из воды. Прикрутили. С другой стороны крышечка. Если крышечку открутить, здесь можно добавить дополнительно еще одно такое же устройство или пустить воду куда-то по прямой. То есть создать последовательное соединение двух и более устройств. Прикручиваем здесь. А, здесь вот так прикручивается. Ладно, хорошо. Ну и в принципе все собрано. Значит, как это работает? Втыкаем в разрыхленную почву вот этот кол. Направляем устройство на объект, который мы хотим защищать. Выбираем расстояние до объекта. Если объект шевелится от ветра или еще чего-то, расстояние можно уменьшить. Выбираем угол, на котором должно вращаться устройство, головка устройства. Выбираем расстояние, на которое должна бить струя. Ну и тип струи: веер или прямые линии. Если вот так вот переключатель поставить, то головка будет крутиться действительно на 360 градусов, как заявляют в инструкции. Я рекомендую это устройство для садоводов. Стоимость его невысокая, ну, порядка 1900 рублей. Я думаю, что если брать несколько, можно у продавца попросить скидку. Они всегда идут на помощь нашим гражданам. Инструкция достаточно подробная. В принципе, ее перевод я сделаю, наверное, приложу к видео. Или ссылкой под видео, чтобы всем было понятно. Хотя здесь нет ничего сложного. Все, в принципе, повторяет инструкцию на коробке. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам дня.